стенах гимназии мы оба, то есть я и Елочич, неизменно выступали на музыкальных вечерах, иногда совместно на двух роялях. Помнится мне удачное исполнение нами концертштюка Вебера, вызвавшее общее одобрение. С появлением на директорском посту Дмитрия Николаевича Соловьева, автора многих духовно-музыкальных произведений, музыке особенно легко дышалось в стенах гимназии. Было обращено внимание на хоровое дело, был образован ученический оркестр под управлением маститого профессора Войчика, органиста Мариинского театра. Мне довелось исполнять на рояле партии недостававших духовых инструментов, а иногда и появляться за дирижерским пюпитром на черновых сыгровках в отсутствие маэстро. Ко времени окончания гимназии из меня выработался достаточно подготовленный по пианистической и аккомпаниаторской части музыкант-практик, и я мечтал в дальнейшем посвятить себя всецело музыкальной деятельности и поступить в консерваторию. Иначе посмотрел на дело мой отец. «Окончи прежде университет», — решил он, «и приобрети себе сначала прочную зацепку в жизни. Инженеры, доктора, юристы и на тройку в стране нужны. Кусок хлеба найдется и в музыке, но надо на пятерку гнать, а то заклюют». Было решено, что я поступлю на юридический факультет, а там посмотрим, заключил отец. В университете я работала исправно. Некоторые из преподаваемых наук меня очень интересовали, особенно русское право, которое читал наиболее любимый студентами профессор Сергеевич, и общая история права в строгом философском изложении профессора Каркунова. В 1895 году я окончила университет со званием кандидата прав. Этот диплом давал мне известные преимущества при поступлении на государственную службу. Однако я никогда не применял на практике моих юридических познаний, но уважение и интерес к юридической доктрине сохранил навсегда. Тем временем моя музыкальная деятельность в университетские годы продолжалась непрерывно и развивалась. Я сочинял скрипичные фортепианные пьесы, писал заказываемые мне какие-то хоры для театра, сочинял романсы, дуэты и церковные песнопения. Все это, конечно, ощупью, полюбительски, но при заранее обозначенном и доброжелательном исполнении. Как аккомпаниатор я начал создавать себе имя и завел связи, как с инструменталистами, так и с певцами. Ввиду всего этого отец мой, убедившись, по-видимому, что быть мне музыкантом, а не юристом, предложил мне не медлить с поступлением в консерваторию, что и было выполнено. Я поступил в консерваторию осенью 1893 года. Хотя к этому времени у меня накопилось уже немало различных сочиненных мною пьес, я не имела еще полной веры в свои композиторские способности, и было решено из осторожности, что сначала я поступлю в класс рояля, так как это давало право посещать классы всех обязательных теоретических предметов. Это было необходимо и весьма полезно для моих последующих композиторских опытов. По специальному фортепиано меня принял в свой класс, прослушав на экзаменах, профессор фан Арк. Карл Карлович фан Арк был привлечен в консерваторию Антоном Григорьевичем Рубинштейном и пользовался большим авторитетом как среди своих коллег, так и среди учащихся. Маленького роста, заросшим густой растительностью лицом, с неверной, ныряющей походкой и с искривленными короткими ножками, профессор фан Арк был чрезвычайно фантастичен по внешнему виду и походил на некоего сказочного карлика или гнома. Превосходный музыкант, даровитый и умелый педагог, фан Арк был профессором многих выдающихся пианистов, и класс его был на большой высоте. Из многочисленных его учеников едва ли не самым одаренным был мой товарищ по классу Павел Любимович Кон, первоклассный пианист, восторженный почитатель и пропагандист музыки Антона Григорьевича Рубинштейна. На памяти моей Карл Карлович фан Арк не выступал публично в качестве пианиста, но его игра,
которую мы постоянно слышали в классе, была необычайно привлекательна. Он обладал чрезвычайно мягким, полнозвучным, певучим туше и пленял нас продуманностью и законченностью игры. Исполнение им в классе, хотя бы в отрывках, с чисто педагогическими целями произведений классического репертуара неизгладимо запечатлелось в моей памяти. До сих пор звучит во мне начальная певучая фраза шумановского фортепианного концерта, которую он играл каким-то ему лишь свойственным и мягким, необыкновенной красоты звуком. Но и у самых лучших профессоров могут быть ученики незадачливые, несозвучные общим педагогическим целям и приемам профессора. Таким-то гадким утенком я и оказался в классе профессора фон Арка, и мои классные занятия вскоре пошли не вполне благоприятно и во многом меня разочаровали. В то время, как я ожидал приобщиться вскоре к исполнению произведений мирового фортепианного репертуара, мечтал играть Моцарта, Бетховена, Шумана, Листа, творения которых я, хоть и полюбительски, конечно, но давно уже игрывал и знал, профессор последовательно и упорно держал меня на сочинениях Хиллера, Бургмюллера, Валенгаупта и других столь же бесцветных и в музыкальном отношении совершенно для меня неинтересных и чуждых немецких композиторов полусалонного, полуинструктивного характера. Я понял бы, если бы мне давали пьесы, хотя бы и не представляющие особого музыкального интереса, но которые могли бы подвинуть и развить мой технический аппарат. Но, по-видимому, моего профессора заботили какие-то другие, мною несознаваемые пробелы в моей игре. Не надо забывать, что в то время я уже начал сознавать себя русским музыкантом и знал и горячо любил русскую фортепианную литературу того времени, которой невольно подражал в своих сочинительских опытах. Никогда мне не была предложена к изучению какая-либо русская пьеса, если не считать, что я был однажды назначен на партию второго рояля при исполнении одним из моих товарищей по классу си-бемоль минорного концерта Чайковского, что я исполнил, по мнению профессора и по моему личному впечатлению, не вполне удачно. Это меня обескуражило, ибо в сфере аккомпанемента, поощренной моими дешевыми клубными успехами, я считал себя достаточно сильным и неуязвимым. Все это вместе взятое вызвало постепенное охлаждение к работе в классе фон Арка и посеяло во мне совершенно, впрочем, справедливое убеждение, что настоящего заправского пианиста из меня никогда не выйдет. Между тем, сочинительские мои опыты, подкрепленные кое-какими полученными теоретическими познаниями, все более развивались и привели, наконец, к сознанию необходимости и своевременности изучения специально теоретических предметов, входивших в состав курса теории композиции. Такими предметами были специальная гармония, контрапункт, фуга, музыкальная энциклопедия, класс форм, инструментовка. По сдаче экзаменов по этим предметам с добавлением эстетики и истории музыки учащийся считался окончившим курс теории композиции и получал диплом. Общая длительность пребывания учащегося во всех вышеупомянутых классах была установлена 3-летней. Первый год – гармония, второй год – контрапункт, третий год – фуга и все остальное. В случае, когда учащийся оказывал несомненные композиторские способности, он переводился затем в так называемые классы свободного сочинения, в которых также в течение 3 лет занимался под руководством профессора уже чисто практической композиторской деятельностью в различных родах музыкального творчества по установленной последовательности и программе. Одновременно проходился курс специальной инструментовки, главным образом применительно к оркестровке тех или иных сочинений, которые задавались ученику. При окончании классов свободного сочинения
Учащийся должен был представить сочиненную им кантату на предложенный ему текст для голосов соло, хора и оркестра длительностью не менее получаса. Такая кантата должна была быть написана в месячный срок со дня вручения текста и сдана в виде полной оркестровой партитуры и в переложении для фортепиано. По представлении кантаты и при одобрении ее советом профессоров теоретических классов учащийся удостаивался диплома со званием свободного художника. Установленные трехгодичные сроки пребывания как в специальных теоретических классах, так и в классах свободного сочинения не всегда соблюдались на практике и находились в зависимости от работоспособности ученика и от оказываемых им успехов при прохождении программы отдельных курсов. Так было и со мной. Приступив к изучению специальных теоретических предметов осенью 1894 года, я подал свою экзаменационную кантату весной 1898 года, выполнив таким образом всю программу в 4 года. В мое время все вышеупомянутые предметы, кроме, конечно, истории музыки и эстетики, проходились последовательно у одного и того же профессора, который вел ученика от первых задач по гармонии до дня вручения ему текста его выпускной кантаты. Ее надлежало написать самостоятельно, без ведома и руководства профессора. Классы теории композиции велись параллельно двумя профессорами – Николаем Феопентовичем Соловьевым и Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым. Казалось бы, что такому убежденному и восторженному почитателю музыки Римского-Корсакова, каким я уже в то время был, вполне естественно было бы стремиться поступить в его класс. Но судьбе было угодно направить меня вначале к профессору Соловьеву. Дело в том, что среди музыкальных друзей моего отца был профессор консерватории по классу пения Егор Иванович Иванов-Смоленский, впоследствии мой сослуживец, который убедил отца направить меня в класс Соловьева как более опытного преподавателя и более подходящего к моей натуре, не столь требовательного к ученикам, как Римский-Корсаков, что и соответствовало действительности. Задним числом мне ясно, что милейший, антимузыкальнейший, козлоголосый Егор Иванович попросту хотел завербовать лишнего и, быть может, не совсем неспособного ученика в класс своего приятеля, скромную музыкальную стряпню которого он весьма ценил, вероятно, предпочитая творениям Римского-Корсакова. Сказано, сделано. Иванов-Смоленский представил меня моему будущему профессору, и он после небольшого, весьма поверхностного экзамена принял меня в свой класс, в котором я и пребывал, проходя курсы специальной гармонии в течение первых 2 осенних месяцев 1894 года. Николай Феопентович был в то время довольно известен как композитор. Автор оперы «Корделия», входившей в течение ряда лет в репертуар Мариинского театра, автор «Кузнеца Вакулы», исполнявшегося иногда на частных оперных сценах, Соловьев пользовался уважением и симпатией значительной части публики. Впоследствии, в последний год моей капельмейстерской службы в Мариинском театре, мне было поручено дирекцией подготовить к возобновлению «Корделию», и мы много совместно работали над ней. Николай Феопентович искренне горевал о моем уходе из театра, из-за чего возобновление его оперы было отложено надолго. Я подготовил постановку обстоятельно, с любовью, и кое-что в «Корделии» по мере углубления в работу мне даже стало нравиться. Профессор Соловьев был очень приветлив в своем обращении с учениками, очень исправно занимался в классе, но того внутреннего горения, которое так передается всегда ученику, у него было мало, и его преподавание было несколько официально, по крайней мере в том классе, в котором я у него обучался. Тем временем, общаясь в консерватории с моими товарищами-теоретиками, в том числе и с учениками Римского-Корсакова, я все более и более был обуян желанием перейти в его класс. Это было делом весьма нелегким. Официально такой переход не был невозможен, но
примет ли меня в свой класс Римский-Корсаков, и как мне получить от Соловьева разрешение и согласие на переход, что было совершенно необходимо по установившимся обычаям и требованиям консерваторской этики. После долгих колебаний и волнений я решился наконец предстать перед римским Корсаковым, захватив с собой кое-какие сочинения. Насколько мне помнится, это были вариации для скрипки с фортепиано на малороссийскую тему. Была некая фортепианная пьеса для рояля в весьма быстром темпе, которой я почему-то очень гордился. Были романсы на слова Майкова. Николай Андреевич прослушал все очень внимательно, побеседовал со мной на кое-какие музыкальные темы и при прощании сказал, что он примет в свой класс после того, как я получу от моего прежнего профессора согласие на переход из его класса, как то полагалось по уставу консерватории. С этой стороны также все обошлось благополучно. Николай Феопемтович отпустил меня без всякой обиды, пожелав мне хороших успехов. В дальнейшем, в качестве музыкального критика, он был всегда доброжелателен к моей композиторской и дирижерской деятельности, а при окончании мною консерватории пожелал подписаться на моем дипломе рядом с римским Корсаковым. Впоследствии, когда Николай Феопемтович был назначен управляющим придворной певческой капеллы, он не прерывал свои связи с консерваторией и с музыкальным обществом, как почетный его член. Некоторое время мы были с ним сослуживцами по профессуре в консерватории. По исполнении всех необходимых формальностей я был вызван римским Корсаковым на официальный экзамен. Николай Андреевич тщательно проверил мой слух, удостоверился в познаниях по теории музыки и по сольфеджио, заставил петь в ключах, после чего я должен был написать гармоническую задачу в пределах пройденного мною у профессора Соловьева. На экзамене присутствовал Александр Константинович Глазунов, впоследствии директор консерватории, принимавший уже тогда деятельное участие в ее музыкальной академической жизни. После благоприятного исхода экзамена Николай Андреевич дал мне записку в канцелярию консерватории с разрешением записаться в его класс и определил меня на курс специальной гармонии. С этого момента дело моего музыкального образования вступило на верный путь.